Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам, чем нужно полить всходы огурчиков, чтобы получить рост как минимум в 2 раза, а то и в 10 раз быстрее, так как этот стимулятор роста хорошо ускоряет рост корней и, соответственно, увеличивается надземная зеленая масса. А средство это доступное всем. Каждый сможет его себе приобрести и приготовить такой раствор. А также, если вас интересуют другие видео на садово-огородную тематику, заходите ко мне на канал в раздел плейлисты и посмотрите. Там очень много различной интересной информации. Также я буду вам показывать, как я выращиваю такие огурчики, как видите. Это специальная посадка, называется вьёлки. Но об этом поговорим в следующем видео. Ну а что же, сейчас мы идем и готовим наш суперстимулятор роста. А для приготовления этого суперстимулятора роста нам потребуется вода теплая, градусов 30-35. Можно использовать, если она у вас стояла на улице и нагрелась днем от солнышка, такая отлично подойдет, а также можно ее разбавить из чайника. Четкие градусы нам не нужны, но вода не должна быть с колодца холодной и не должна быть кипятком. Обычная теплая вода, чтобы вы взяли рукой и чувствовали, что вода тепленькая. Потребуется пол-литровая банка, либо литровая, здесь не принципиально. Также нам потребуются, друзья, обычные сухие дрожжи. Здесь 10 грамм упаковка, я буду использовать пол упаковки. И расскажу вам пропорции, если вдруг вам нужно подливать много рассады. А пол упаковки это приблизительно вот столько столовой ложки. Можно сказать, пол столовой ложки. Мы добавляем в эту баночку, всыпаем и перемешиваем до однородной массы. Нужно дать постоять около 5 минут, чтобы дрожжи хорошенько растворили, чтобы они не сбивали, чтобы не было никаких комочков, те, которые, как видите, плавают. Хорошенько сейчас все вымешиваем. А по истечении 5 минут, когда полностью растворились дрожжи, там еще есть небольшие комочки, но мы их можем домешать. Вот, кстати, поэтому и нужна была теплая вода, чтобы дрожжи лучше растворились. А также, если использовать холодную воду, то дрожжи работать не будут, а также если использовать кипяток, вы сразу их убиваете, никакого брожения не будет. А дрожжи это грибок, и как раз вот это брожение нам и нужно, так как при брожении дрожжи в почве будут выделять азот. А если вы досмотрите видео до конца, то вы точно узнаете, как правильно вносить этот стимулятор роста, чтобы он еще лучше работал. Кроме дрожжей, нам сюда потребуется добавить еще и сахар, чтобы запустить процесс. А сахара потребуется всего лишь 1 столовая ложка. Полная, вот такая, без горки. И теперь также нам нужно тщательно дрожжи с сахаром вымешать. И теперь уже, когда сахар вымешан, практически все готово. Теперь нам потребуется 5 литров, 5, хочу обратить ваше внимание, это 10-литровое ведро чистой, тоже теплой воды, которая стояла на солнышке, отстоянная, нагрелась. И теперь мы берем и выливаем пол-литра нашего маточного раствора укоренителя. Вот поэтому использовалась пол-литровая банка, чтобы хорошенько все вымешать. Не доливая до конца, мы еще немножко берем, взбалтываем, чтобы на дне ничего не осталось. И добавляем в 5 литров воды. Также теперь эту водичку мы тщательно вымешиваем. И ставим настаиваться как минимум 2 часа. Тоже в теплое место. Подкормку такую проводить желательно в вечерние часы, начиная с 5 часов вечера, чтобы почва была прогрета. Это вам показываю на своем растворе. Это у нас получился концентрат. Мне его будет достаточно. Дальше в видео расскажу, как его разводить. Если же вам нужно больше раствора, то тогда вы берете полную пачку дрожжей, в ней 10 грамм. Используете на не пол-литровую, а на литровую банку теплой воды и добавляете 2 столовые ложки сахара. И тогда у вас концентрата получится 10 литров, так как вы будете разводить в 10 литрах воды вот эту литру. Теперь ждем 2 часа, пока она настоится. При этом ведро даже желательно накрыть крышкой. И будем применять его на огурчиках. Теперь, когда концентрат наш 2 часа уже настоялся, можно его применять. Как я и говорил, лучше всего использовать его в вечернее время, когда почва за день хорошо прогреется. Тем самым вы увеличите возможности этого раствора, и он будет намного лучше работать. Так же, как видите, мои огурчики уже политы. Лучше всего его использовать, этот раствор, не по сухой земле, а уже по политой. Так глубже впитывается наш раствор и лучше будет работать. Теперь, так как это наш концентрат, я делал 5 литров, соответственно,
чтобы развести его в 10 литрах, мне нужно применить его в соотношении 1 к 5. Это самая максимальная концентрация. Если вам нужен более слабый раствор, вы используете, например, для какой-то мелкой рассады, то можете применять 1 к 10. Соответственно, если использовать 1 к 5, то мне на 10 литров потребуется 2 литра этого раствора. А если вы будете использовать 1 к 10, то всего лишь 1 литр готового раствора на 10 литров воды. Воду, в которой вы будете разбавлять, должна быть тоже отстоянная, теплая вода. Не холодная только с колодца и не кипяток. Берем теперь и разводим. Теперь мы его также хорошенько перемешиваем и сразу используем. Такой раствор нельзя оставлять, хранить, так что рассчитывайте сразу нужное количество и используйте этот раствор сразу. Перемешиваем, и теперь мы его применяем. Если вы использовать его будете под огурцы, то вам потребуется 1 пол-литровая баночка для полива. Поливать нужно обильно, не только под самый кустик, но еще и немножко дальше. Так будет лучше работать наш раствор. Итак, проходим, поливаем все кустики. Как раз мне этого раствора будет достаточно, чтобы полить все огурцы в открытом грунте, которые у меня есть на участке. Также теперь хочу вас предупредить и рассказать о некоторых нюансах использования этого раствора. Так что теперь послушайте внимательно, чтобы не задавать глупые вопросы в комментариях. Во-первых, это стимулятор роста из дрожжей, а не подкормка, как некоторые бывают пишут в интернете, некоторые говорят на своих каналах. Так как подкормкой он не может являться, потому что не имеет никаких микро- и макроэлементов, фосфора, калия, азота, то, что нужно растениям. Это грибок, который, перерабатывая в почве органические удобрения, выделяет азот и в очень маленьких количествах фосфор. В основном азот, то, что как раз и нужно растениям для бурного роста. Вы увидите, как сильно они начнут расти, потому что начнет увеличиваться корневая система и также начнет активно увеличиваться и надземная часть. Так что для лучшей работы этого средства ваша грядка должна быть удобрена. Должны внесены быть перегной либо же компост, а также на крайний случай, если этого вы не вносили, перед тем, как поливать этим стимулятором роста, подсыпьте ваши огурчики золой, так как грибки дрожжей очень прожорливы и как раз перерабатывают кальций и калий, которые имеются в золе, в азот. Иначе, если ваша почва совершенно не подкормлена, вы польете таким раствором, ваши растения сначала пойдут бурно в рост, но почва истощится, и в момент, когда растения уже будут закладывать плоды, им не будет хватать питательных веществ, и поэтому они могут начинать сбрасывать цветы, плоды и начинать подсыхать. Так что учтите все то, что я рассказал. Я думаю, вы внимательно слушали. А использовать это средство можно не только на огурцах. И также, думаю, у всех назрел уже вопрос, а если использовать не сухие дрожжи, а обычные, сырые? Друзья, их тоже можно использовать, а об этом мы поговорим в следующем видео. Я вам подробно покажу, как готовить, так как пропорции совершенно другие и другой состав. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. И что я самое главное забыл сказать, этот стимулятор еще и укрепляет ваши растения. А поливать им нужно растения приблизительно на вот таком вот небольшом этапе. Крупные растения ни в коем случае не надо поливать, так как стимулятор нужен только на первичных этапах. Когда они уже крупные и окрепли, нет смысла. Если информация с данного видео вам понравилась, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я же вам желаю больших урожаев и удачного дня. Встретимся в следующем видео. Пока!